Какая ваша первая реакция, когда кто-то указывает вам на ваши ошибки? Отрицание, гнев, раздражение? Вы начинаете защищаться? А что если представить, что тот человек действительно прав? И вы уже даже поняли это, но все равно продолжаете защищаться. Почему это происходит, я вам сейчас расскажу. Меня зовут Марина Спивакова, я профессиональный коуч ICF и автор проекта «Школа эмоционального интеллекта». Ну что, поехали? Первая причина – это, конечно, защита эго и своей самооценки. Человек склонен не отделять свои поступки и решения от себя самого. И когда кто-то указывает человеку на его ошибку, ему кажется, что происходит нападение на него как на личность. И именно поэтому человек для того, чтобы не повредить свою самооценку, сохранить свою целостность и самоуважение, он стремится защищать свою позицию даже в том случае, если он уже понял, что не прав. Например, руководитель, который принял неправильное стратегическое решение для того, чтобы защитить свое эго и остаться правым на все 100%, будет защищать свою позицию даже в том случае, если его решение уже очевидно ведет к краху. Вторая причина – это тот самый когнитивный диссонанс, о котором все уже наверняка слышали много раз. Так что же это такое? Это такое состояние, когда внешние события, которые вас окружают, противоречат вашим ценностям, убеждениям и вашим внутренним понятиям. И происходит очень неприятное чувство, когда ставится под сомнение все то, во что вы верили до этого, а вам дают очень веские весомые аргументы. И вас как будто бы заставляют перестать верить в то, что было и жило с вами до этого момента. И это на самом деле очень тяжело и прям действительно неприятно. И здесь есть два выхода. Либо просто взять и забыть, что было с вами до этого, но это практически невозможно, либо остаться в этой позиции. И человек, конечно, выбирает более легкий путь. А более легкий путь – это игнорировать факты, искажать реальность, не принимать то, что вам говорят, даже если это очень убедительно, лишь бы остаться в том состоянии и в тех ценностях, с которыми вы жили до этого момента. Например, человек, купивший дорогой гаджет и уже понявший, что он не стоит своих денег, все равно будет утверждать, что это хорошая штука, полезная и абсолютно точно пригодится. Следующая причина – это страх осуждения и социальное давление. В тот момент, когда мы признаем свою ошибку, нам кажется, что окружающие нас люди будут смеяться над нами. Это чувство стыда, и мы не хотим испытывать этого чувства. И ни один нормальный человек не стремится к тому, чтобы прилюдно ему стало стыдно. Поэтому, когда нам указывают на нашу ошибку, нам очень хочется, чтобы мы не испытывали стыда. И в данный момент мы действительно будем защищать свою позицию, лишь бы избежать этого неприятного чувства. Еще один интересный момент – это иллюзия экспертизы. Человек склонен свои ошибки отстаивать даже в тот момент, когда понимает, что не прав, потому что имеет многолетний опыт. Это некое чувство авторитета и давления, которое он оказывает на окружающих. И если кто-то говорит ему, что есть, например, новые какие-то исследования, то человек, который давно занимается в этой области, он может игнорировать эти исследования, опираясь на свой многолетний опыт. Еще один важный момент, почему люди так делают, это страх потери контроля. Те люди, которые привыкли, что их мнение является единственно важным, и они привыкли к доминированию, они ощущают момент, когда им указывают на их ошибку, как будто бы они перестают контролировать все, что происходит вокруг. Такое часто случается с руководителями, которые также могут принимать какие-то решения, нанимать сотрудника, настоять, что этот сотрудник подходит на эту работу, а потом сотрудник не справился, а руководитель все равно будет отстаивать свое решение, потому что это было его решение, и здесь он принимает и все контролирует. Так как же научиться с этим работать для того, чтобы оставаться уверенным в себе, но при этом давать себе возможность более широкого мышления? Во-первых, что необходимо сделать, это найти для себя комфортные фразы, которые не будут напрямую говорить о том, что вы были неправы. Что это может быть? Например, да, интересная точка зрения. Я так раньше не думал. Или
Интересно, действительно стоит об этом подумать. Или, возможно, надо посмотреть на это с другой стороны. Когда вы говорите такие фразы, вы даете себе поле для того, чтобы у вас была возможность комфортно войти в принятие другой точки зрения. Вы не говорите напрямую: да, ты прав, я не прав. Ну, конечно, это неприятно слышать, наверное, никому будет. Но вот создавая вот это вот пространство, когда у вас есть маневренность для того, чтобы войти в принятие, так будет на самом деле намного-намного легче. Что еще можно делать? Можно делать различные упражнения. На самом деле очень полезными являются упражнения на творческое мышление. Они помогают вам смотреть системно на некоторые ситуации, а не просто стоять на своем, потому что это мнение ваше. Признайте, что человек — это не только его решение и не только его ошибки. То есть вы не будете являться плохим человеком, если вы допустили ошибку. Абсолютно любой человек допускает ошибки. Просто постарайтесь в своей голове отделить свою сущность от некоторых своих действий. Они могут быть правильными, они могут быть неправильными, но это не покушение на вас как на личность. И просто дайте себе возможность, что вы действительно можете ошибаться. Вспомните, пожалуйста, 3 человек, которые никогда не ошибались. Возьмите листик, прям ручку, сядьте и запишите перед собой. Эти 3 человека никогда не ошибались. И 3 фамилии известных вам людей. Найдете? Но, скорее всего, нет. Вот просто расслабьтесь в том понимании, что вы можете ошибаться. Дайте себе это право. Подпишитесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал, и там вы найдете 3 классных упражнения, как можно развивать творческое мышление для того, чтобы давать себе пространство для маневров. Итак, что можно сделать? Первое. Дайте себе право на ошибку. Второе. Анализируйте ситуацию с различных 2, 3, 4 точек зрения. Третье. Найдите на моем телеграм-канале упражнения для развития творческого мышления. И четвертое. Подготовьте для себя комфортные фразы для того, чтобы вы могли не признать свою ошибку напрямую, но дать себе возможность выразить эту позицию. Подписывайтесь на мой канал. Меня зовут Марина Спивакова. Жду вас в следующих выпусках.